Прывітанне, сябры, вітаю вас у варшавскім выпуске праграмы Памежжа. І ён будзе аб'яднаны з праграмай «Як граць гэтую песню». Але зараз все па парадку. У мяне сёння госць, якога я зараз вам прадстаўлю. Ярослав Хомченко. Прывітанне. Прывітанне, Піт, прывітанне все, хто глядзяць. Мы будзем размаўляць па-расейску. Гэта высветліцца падчас праграмы «Чаму?». Таму падрыхтуйцеся, я пераходжу на расейскую. Привет. Привет. Слушай, давай начнем по порядку. Мало кто тебя знает, тем не менее, твой пример достаточно характерный. Я думаю, что он будет интересен почти всем. Расскажу коротко, почему я позвал Ярослава сюда. Он только вчера, позавчера прилетел из Батуми в Варшаву. Это очередная его релокация. И вот все подробности он нам расскажет сам. Скажи, пожалуйста, я еще находился в Минске, а ты уже полетел в Батуми. Расскажи, почему и как это было. Во-первых, идея полететь в Батуми, в Грузию, она витала еще до февраля 2022 года. То есть потому что там существовало напряжение и ощущение небезопасности в Беларуси. Собственно, как началась война, мы с семьей собрались, обсудили и, собственно, сразу же взяли в этот же день билеты в Грузию. И дождались самолета и полетели, потому что, находиться там на этой территории было довольно трудно внутренне. Понятно. Я много слышал историй именно от людей, которые полетели в Грузию. Как ни странно, самая большая диаспора именно в Батуми. Среди моих знакомых, да, я прилетел, то есть у меня сразу там человек 30, было моих друзей, а в Тбилиси человек 5 я знал. Расскажи немножко про этот вайб. Батуми очень сильно отличается от Минска, и сейчас я, когда прилетел в Варшаву, мне показалось, что Варшава, конечно, она намного больше похожа на Минск, чем то, что было в Батуми. Батуми, он, во-первых, небольшой. Он очень плотный, и в Батуми там очень быстро перестраиваешься и начинаешь жить немножко такой более хаотичной, такой более южной жизнью и такой добрососедской. То есть выходишь на улицу, сразу же моментально со всеми знакомишься. Люди, которые в Минске были более интровертные, они там через какое-то время, там через несколько недель, кто-то через несколько месяцев, они тоже там обрастают какими-то связями, друзьями, начинают много общаться там со всеми подряд на улицах. И в Батуми очень плотная белорусская комьюнити. То есть их на самом деле несколько. То есть вот есть белорусскомовные ребята, есть вот ребята, с которыми в основном я и проводил свое время. Это такие такая тусовка такого белорусского психоделического рока, там туда приехала, постпанка, вот эта вот часть. И вот все эти люди, они как-то друг с другом пересекаются, взаимодействуют. Приехало очень много людей, которые связаны с какой-то творческой деятельностью, с какой-то всякой разной активностью, и в Батуми очень легко что-то сделать, там, собрать группу, там, снять кино, сделать какие-то театральные представления, потому что все друг друга знают, все находятся в одном месте, у всех есть какое-то свободное время, и ты буквально нужно решить любой вопрос, приходишь ногами в какое-нибудь место, где все собираются, и решаешь его там за 5 минут. То есть это очень сильно отличается от того, что было в Минске, тем более, что я сам из Шабанов, и вот эти вот расстояния, то, что ты живешь, только вышел на улицу, сразу всех встретил, это, конечно, было очень круто. Мне прям очень понравилось. Я совсем недавно, практически пару месяцев назад, встречался с тобой именно в Батуми. Да. У нас была короткая экскурсия вот по этому променаду замечательному, который после, как я понимаю, там берег немножко смыло водой, и его восстанавливали. Разломало берег как раз зимой до твоего прилета штормами. Но, тем не менее, была очень кайфовая вот эта атмосфера. И мне прям захотелось к вам присоединиться, но, судя по всему, и судя по тому, что ты здесь, наверное, все не так однозначно. Вот расскажи, пожалуйста, вот про эти подводные камни, и тем более, как сейчас переживают грузины то, что происходит в их стране. Окей.
начну с первой части вопроса. Какие есть подводные камни для белорусов? То есть в Грузии нельзя легализоваться на данный момент. Нельзя получить... Ну, ВНЖ можно получить, нельзя получить гражданство, нельзя сделать документы, если заканчивается паспорт. И это очень большая проблема. То есть вот у меня есть друзья, одни родили детей, другие скоро осчастливят сами себя этим. И вот одни ребята, вот у них ребенок там уже 2 года совсем без документов, другие полетят, вот собирают деньги, полетят в Аргентину, и вот все, что касается там легализации, каких-то вот этих вопросов, это действительно, ну, большая сложность с этим. Плюс все приезжают по так называемой туристической визе, ты можешь находиться 365 дней в Грузии, и нужно выехать за границу и вернуться, и есть случаи, когда белорусов не пропускают обратно, без объяснения причин. Это как бы единичные случаи, но они существуют, и, в принципе, когда делаешь этот визаран, то есть оно, как правило, в голове держишь, что как бы, ну, может так произойти, что там останешься в Турции или в Армении. Вот это основные подводные камни. То есть есть какие-то другие вещи, то есть есть, например, люди, которые сильнее привыкли к комфорту, например, к какому-то сервису и так далее, и они там тоже ходят там немного недовольны какими-то вещами, но, опять же, вот мне, например, это совершенно там все оказалось отлично, и вот, ну, единственное, что, да, вот легализация — это вот проблема. Вот. Что касается того, что сейчас происходит в Грузии, вот этой вот закона нового, который сейчас приняли, вот этой правящей партии, то в целом, да, там сейчас проходят большие митинги. Все грузины, с которыми я общался, все до одного, они очень сильно недовольны этим, очень сильно напряжены. То есть я не встретил лично вот в этот период, когда приняли этот закон, или когда в прошлом году вот его там только объявили и принимали, ни одного человека, который хотя бы хоть как-то там более-менее лояльно к нему относился. Но есть такое старшее поколение грузин, там вот, ну, там, мне кажется, такого пенсионного возраста, вот у них, да, у них существует такой дискурс, что вот там во всем виноват Джо Байден, там и все такое, и они, может быть, то есть я с ними не общался там последнее время, может быть, они относятся более лояльно к этому, но, опять же, вот какая-то общая атмосфера в Батуми, в Тбилиси, ну, как бы люди сильно напряжены, то есть они готовы отвоевывать это, и, в общем-то, там этот закон, он действительно воспринимается не как единичный закон, а как некий вектор, по которому может пойти страна не туда, куда хотят люди отправиться. Ясно. Я хочу рассказать свои впечатления, чтобы вы тоже немножко поняли. Грузия кажется не очень большой страной, но она, в общем, не маленькая. И вот это расстояние от Батуми до Тбилиси – это большое расстояние. Это, ну, ты едешь на поезде много часов. 5,5, да. Ты чувствуешь, что ты... Ну, это больше, чем Беларусь вот по длине. То есть это долго. И как часто ты бывал в Тбилиси? Ну, даже вот за последние пару месяцев, наверное, раз 6 ездил туда-обратно, потому что надо было решать визовые вопросы, там, вопросы с брекетами для дочки. А вообще, ну, за эти 2 года, ну, не знаю, может, раз 15 был. То есть, ну, это вообще не проблема. Там суперудобный поезд, через какой-то невероятно красивый вид. Там садишься, читаешь книгу, там что-то слушаешь, просто едешь. Я вот ехал... В одну сторону прочитал «Пир Платона», в другую сторону послушал этого Славу КПСС на 100 треков альбом, в третью сторону ехал, что-то там эпоса Гильгамеша прочитал, и там просто там он настолько удобный, то есть я обычно устаю с дороги, но в этом поезде я вот вообще не устаю. То есть он супер прямо. Ну, я присоединюсь. Я человек очень привычный к трассам бесконечным, поэтому для меня это было просто еще одно приятное впечатление. Скажи, мои друзья, грузины, у меня их совсем немного, все говорили по-русски очень хорошо. Они культивируют небольшой грузинский акцент, хотя очевидно, что некоторые могли бы избавиться даже от него. И мой друг рок-н-ролльщик Леван, с которым я познакомился, он
иногда включает такого дикого кавказца. То есть вот он разговаривает со мной одним языком, очень образным, литературным, с легким кавказским акцентом. Иногда он включает дикого кавказца, и, насколько я помню, ты имел счастье с ним познакомиться, и он как раз в этот момент включил кавказца. Скажи, встречал ли ты вот эту молодежь, которая уже не говорит по-русски совсем? Вот это старшее поколение, насколько я понимаю, просто все говорят по-русски. Как ситуация с языком? В Батуми говорят все, в том числе молодежь. Я слышал о том, что молодежь может не говорить по-русски, но вот лично не встречал. То есть вот вся молодежь, все прекрасно говорят по-русски. Более того, вот у меня дружище грузин, там грузинский рэпер Ника Беридзе. Вот мы с ним шли, и он мне что-то по-белорусски сказал, что-то типа до побачення там, и так далее. Я говорю, ты по-белорусски уже заговорил? Он такой, так. То есть они очень, на самом деле, они очень мультиязычные. Они очень хорошо знают английский, они ездят по Европам, они хорошо знают русский, и вот белорусский язык тоже, тоже они интересуются. То есть у них есть вообще стремление к культуре. Там вот в целом стремление к национальной культуре, там интерес к разной, он в них присутствует, и они такие шуршат, что-то тоже слушают, узнают. Вот. Но что касается Тбилиси, вот в Тбилиси по-русски уже говорят далеко не все. То есть там и как раз вот молодежь, с которой я разговаривал в Тбилиси, они уже все говорили по-английски. И в Тбилиси вот по-русски, мне даже кажется, что, наверное, меньшая часть молодежи уже говорит. Но там в Тбилиси молодежь прям, она очень, опять же, это такое ощущение со стороны немного, потому что я больше в Батуми общался, но они такие немножко как будто очень европейские такие ребята, очень модные, там они на этих там скейтах гоняют, там ходят в майках Slayer, и все такие что-то вот все там по-английски и так далее, и они, действительно, они прям сильно отличаются там от людей там даже вот 30 лет. Скажи, а ты встречал людей, скажем так, деревенских, да, вот у которых, вот он вырос на одном месте, знает грузинский, и для него любое движение в какую-то сторону, это серьезный сдвиг такой. Вот ты встречал таких людей? Да, я был в горах, и мы гуляли, и там даже на самом деле, чтобы их встретить, там достаточно просто вот чуть-чуть отъехать за Батуми, и там прямо вот такие люди, как на картинах, с такими бородами, там такие лица совершенно другие. И они действительно не знают ни английского, ни русского зачастую. Они могут говорить на диалектах грузинского языка, который, например, жителю Батуми или Тбилиси может быть даже непонятен. И если там немножко чуть дальше, вплоть до того, что он воспринимается как иностранный даже самими грузинами. И да, у них там какая-то своя очень обособленная жизнь. И Грузия, на самом деле, она очень разнообразна. То есть разные части Грузии, разные города, разные места, они действительно, даже трудно поверить, что вот между ними там 100 километров, там 200. То есть, возможно, это связано из-за того, что горы, потому что вот когда там ты объезжаешь эти горы, даже там что-то 60 километров, мы там ехали часа 4, там, пока объезжали. Вот, то есть оно все так закручено какими-то лабиринтами своими, и они, видимо, жили какими-то такими сообществами отдельными. И когда вживую встречаешь таких людей, то есть, как правило, они тебя видят издалека, они тебя сразу машут, там, пытаются тебя там позвать, там что-то говорят, но они сильно прямо вот отличаются от тех грузин, которых видишь в Тбилиси и в Батуми, и в Тбилиси и в Батуми они тоже друг от друга довольно сильно отличаются, люди. Разные, очень разные. Слушай, я хотел затронуть вопрос, который всех здесь очень сильно волнует. Каковы были твои экономические, скажем, основания для выезда, для релокации? Как это в твоей жизни устроено? Кто ты? Я работаю в IT-компании израильской, аниматором, поэтому, в принципе, мне вполне себе хватало денег, чтобы переехать, снять квартиру, как бы жить. В моей жизни оно как бы было все нормально, то есть оно вот... конечно, там цена аренды квартиры, она прям типа выросла в 3 раза, но то есть мне вполне хватило. По тому, сколько денег нужно, я вот пока что несколько дней в Варшаве, мне кажется, это очень соизмеримый ценник. То есть мне кажется, что считается, что Грузия там, наверное, дешевле, но на самом деле вот то на то, оно как будто бы одно и то же. Вот. Но у меня есть друзья, которые там уехали, которые поехали без работы, там без ничего. Есть друзья, которые там живут фактически без денег или на какие-то, там, супер маленькие зарплаты, и, в принципе, там
оно сложновато, но оно возможно, даже вот имея там 150, там 300, 200 долларов, там люди находят способы там жить и получать удовольствие от жизни. Но они как бы это очень, она очень, Грузия, она очень такая, она многоэтажная, она очень разная. То есть вот если, то есть она более, в ней больше разного, чем вот в Беларуси, когда я жил. То есть там можно вообще очень по-разному жить и очень разные какие-то пути своей жизни искать. Понятно. Я немножко расскажу про Ярослава. То, что знаю я, мы познакомились на почве того, что он писатель и поэт. Я прочитал какие-то его стихи, попросил почитать мои, подредактировать что-то, показывал ему свои тексты. И потом он мне подарил в первый же вечер детскую книжку, которую он написал для своей дочки. И я в совершенном восторге начал читать эту книжку. Признаюсь честно, я ее не дочитал, просто это, поймите, это был 20-й год, то есть это было вот это время, когда ты за все хватаешься, тебе глаза горят, но у тебя ни на что нет времени, у меня, по крайней мере, потому что я был сильно занят, вы знаете сами чем. Вот. Но, тем не менее, я познакомился с Ярославом как с очень творческим человеком, и он тогда же мне показал свои какие-то эксперименты с рок-н-роллом. И я какое-то время пытался помочь Ярославу записать его собственные песни, был его ментором по вокалу, жестким таким. Вот. И в какой-то момент мы все не доделали, и он уехал. И вот мой вопрос следующий касается уже, приближаемся мы к теме моих передач «Памежжа», всех. И як граць гэтую песню, мы приближаемся потихонечку. Я столкнулся с тем, что ты, возможно, заразился от меня и от наших друзей. Возможно, тебя самого туда повела нелегкая. Но ты очень поднаторел именно в игрании музыки с луперами, со всякими спецэффектами. И я видел твои концерты. Расскажи немножко об этой стороне. Ну, вообще музыкой, то есть творчеством я занимался прям, мне кажется, чуть ли не с детства. Особенно вот написание текстов. И я себя на самом деле воспринимаю как человека, который пишет тексты. То есть не как там исполнителя или артиста, а вот именно что для меня, вот у меня все-таки на текст идет упор, и для меня главное это текст и какой-то способ его передачи. Вот, ну, поскольку я там всю жизнь слушал очень много музыки, то есть в какой-то момент перед тем, как мне исполнилось 30, я вот почувствовал, что вот мне уже скоро 30, а рок-группы-то у меня и нет. И собрал какие-то тексты, и, собственно, позвал друзей, то есть есть там наши общие друзья, вот Гамлет и так далее, согласился участвовать. И мы, типа, сделали рок-группу, и там без репетиций, без ничего, там сразу записали там какой-то альбом, что-то я там начитал, что-то там напел совершенно не умеючи, и оно получилось, ну, оно получилось значительно лучше, чем то, что мы все предполагали, и стало понятно, что это нужно развивать, что этим нужно заниматься более серьезно, но для более серьезных занятий, конечно, самое слабое место был, собственно, мое исполнительское мастерство. То есть потому что я, когда начал этим заниматься, там я совершенно не имел представления о том, что такое музыкальный слух, то есть не слышал разницы между двумя нотами и так далее и тому подобное, но вот поскольку как бы страсть и желание самовыражения были довольно сильными все это время, и я что-то писал, и, ну, к моему удивлению, все музыканты, причем там музыканты очень прям хорошего уровня, они все, вот все, что я им показывал, они все как-то с большим интересом и с большим энтузиазмом к этому подходили, и такие типа, о, класс, и, собственно, оно как-то вот все двигалось, и, да, вот последние 2 года в Батуми я довольно много занимался там, и как-то вот, ну, вокалом, не вокалом, скорее такой мелодикламацией, то есть я все-таки там нашел себя скорее там не в пении, там в ноты и так далее, а в каком-то декламировании, в говорении, в передаче текста, и довольно много играл на гитаре. Приобрел себе лупер, он меня выровнял сразу, этот лупер, и вот мы с друзьями, получается, что я сам довольно много занимался, что-то подбирал, что-то сочинял и довольно много выступал. То есть
Впервые я выступил на сцене в качестве музыканта как раз в Батуми, как бас-гитарист в составе волшебной одноклеточной музыки. То есть это как бы тоже это известная белорусская формация на самом деле. Там еще это вот Антон Кривуля ее сделал, то есть там еще, насколько я знаю, Пукс участвовал там когда-то там на заре, Гамлет участвовал. Вот, и мы сделали, у нас там сразу несколько волшебных одноклеточных музык появилось в Грузии. И, собственно, вот я впервые как музыкант имел честь как бы выступить в составе вот как бы вот этого легендарного. И как бы я на самом деле я впервые услышал одноклеточную музыку в году в 2006, и я помню, что я подумал, боже, это какие-то счастливые люди, которые вот, они вот могут играть эту одну ноту, там, полчаса, там, со всеми этими психоделическими переливами, я думал, вот, это жизнь счастливого человека, я, наверное, никогда таким не буду. И вот я, когда играл на концерте, там, в подвале панк-бара в Батуми, там, собрались люди какие-то, и потом подходили, говорили, как классно, я вот подумал, что да, вот, одна вот моя мечта, она, ну, исполнилась. Я даже забыл, я потом вспомнил, что вот это вот была именно волшебная одноклеточная музыка, вот это вот была именно группа. Я еще, никого еще не знал тогда, еще ни с кем не был знаком. Именно вот была эта группа, которая в свое время меня вдохновила. Я почувствовал, что там какая-то вот невероятная творческая свобода в этом есть. Тимур Бернштейн с нами играл, который играл тоже вот в самых первых составах. Вот, поэтому, да, и поэтому Батуми там, поскольку вот это комьюнити очень близко, я там стал много играть, выступать с концертами. Вот играл, например, с басистом Жанной Агузаровой в проекте, вот я его там собрал прямо перед концертом, назывался «30 лет легендарной группе «Горный кряж». И там, много всего мы выдумывали. У нас была группа «Собачья жизнь», где там собака пела. Там много всего. И, короче, вот этот вот живой музыкальный процесс, то есть когда ты не дома что-то там ищешь и так далее, он делает тебя сразу... он твой музыкальный навык очень быстро кидает вперед. То есть когда вот ты чувствуешь, что ты занимаешься каким-то настоящим делом, он появляется в этом энергия, энтузиазм, в этом какая-то новая жизнь появляется. Да, и вот за эти 2 года в Грузии, действительно, из музыканта, который был уровня ниже нулевого, я вот превратился в человека. В принципе, люди, которые там прям музыканты, им нравится со мной играть, и они такие классно. У меня уже есть с твоей музыкой одна публикация в моем инстаграме. Как раз ты напомнил мне о существовании ВОМ, волшебная одноклеточная музыка. Это было движение в Минске, очень-очень популярное в узких кругах. Прямо, оно вызывало настоящий энтузиазм у людей. Это культовое, да. Оно просто охватывало. Я несколько раз тоже принимал участие в этих импровизациях стихийных, но не был ни идеологом, никогда не... Я к этому времени, как оно возникло, уже был известным рок-музыкантом и находился... часто эти люди из этой тусовки могли воспринимать меня достаточно враждебно. А иногда, когда уже знакомились ближе, могли воспринять и как своего, но ясно, что на значительной дистанции я должен был находиться. И я находился. Скажи, а остальные, я понимаю, что это была детская книга, но она не совсем детская, она была достаточно взрослая. Но она, вот я писал, что бы я хотел сам читать в детстве. То есть, чтобы там было кровище, ритуальная магия, там отрезанные головы. Это как бы вот то... Вот я вот в свои там 7-8 лет я вот писал идеальную книжку, которую я бы вот хотел прочитать в том возрасте. Вот. Понятно. Я когда я читал ее дочке своей, она такая, это не ты написал, ты не мог так хорошо написать. Я помню, что она маленькая была. Скажи, а вторая часть не предполагается? Она предполагается, но пока что, наверное, готова 15-20%. То есть я в Грузии написал несколько текстов, которые они подошли бы вот именно по формату, что это какие-то истории, рассказы и так далее. Но пока, поскольку еще вот первая часть, она у меня лежит, еще там я не раздал весь этот тираж и так далее, я все-таки сейчас занимаюсь текстами, которые я декламирую на музыку, там в основном. Но я чувствую, что у меня уже освобождается какая-то вот эта внутренняя творческая энергия уже на то, чтобы как бы вернуться к прозе, вернуться к каким-то историям, то есть это совершенно просто другой какой-то творческий метод. То есть это пишешь немножко какой-то другой своей личностью. И вот эта личность, она немножко устала в какой-то момент, когда со всеми этими изданиями, книжками, публикациями и так далее.
но потихонечку я уже чувствую, что она уже почти готова проснуться, брать в руку перо и что-нибудь скрябать. А вот скажи, личность, наконт мовы. Так. Я звярнуў увагу, што твая беларуская мова значна палепшылася з тых часоў, як мы з табой сустракаліся ў Беларусі. Так. Што адбываецца на гэтым накірунку? Гэта ўсё... я буду сейчас говорить на трасянке. Гэта все я дзякую сваей дзяўчыне, з которой мы былі апошні год. Она гаворыла полностью на белорусской мове, и правда, у меня язык прямо сильно улучшился, и когда вот мы с ней разговариваем, я вообще хорошо говорю по-белорусски. Сейчас просто что такая, тоже вот студия, микрофоны, такие не очень естественные для меня условия, поэтому, мне по-белорусски сейчас тяжеловато говорить. Скажи уже честно, это Пит тебя спровоцировал перейти на русский язык? Скажи честно. Не. Это самое. Но белорусская мова меня интересует. То есть я люблю разные филологические движения, люблю корни, люблю фонетику разную. И белорусский язык, он для меня всегда был языком каких-то заговоров, то есть языком каких-то вот этих вот болотных каких-то существ, которые, то есть языком заклинаний. То есть вот я его всегда... Я не говорил по-белорусски, у меня никто в семье не говорил по-белорусски никогда. И для меня это был язык песен. Одну секунду, расскажи про свои корни, чтобы люди понимали, почему. Родители у меня там в данный момент живут в Санкт-Петербурге, но у меня получается, что по материнской линии у меня там немцы, поляки, украинцы и так далее. То есть это на самом деле это... Прадедушка у меня с Украины, он был репрессирован при Сталине и сослан на Дальний Восток. Бабушка полька, это по материнской линии. По отцовской линии все белорусы. И, в принципе, было бы логично, что я мог бы знать язык, но именно что, как-то вот в семье никто никогда не говорил по-белорусски. То есть там при дедушке он там говорил, там такая, была немножко украинские какие-то были слова, но в основном тоже это был русский язык. И, в общем-то, белорусский язык, впервые, кстати, вот осознанно я стал слушать белорусский язык, наверное, может быть, в классе 7, когда я уже жил в Питере, и мне как раз привезли друзья вот альбом НРМ Адзерадзидзина, а еще Годставр там привезли The Turns. Я помню, что я был очень сильно удивлен, что в Беларуси вообще такое существует. И я вот помню, что я как раз именно когда слушал уже потом различные другие белорусскомовные там гурты, я вот как раз... Уже в Питере я уже прислушивался к белорусскому языку, там, потому что тоже была тоска по родине, когда вот мы жили в Питере до моего возвращения в Минск. И это как раз вот, одна из вещей, да, которая меня с белорусским языком сблизила. Потом я уже вернулся в Минск, у меня тоже там все окружение, в общем-то, русскоязычное было. И вот сейчас в Батуми был какой-то новый виток, скажем так, возвращение белорусского языка ко мне, меня к нему. И ты не планируешь ли написать нам чего-нибудь в нашу культурку? Я бы с радостью, но оно пока что, оно ж пишется, само, оно у меня есть несколько текстов, которые, вот мне кажется, я их мог бы перевести на белорусский язык, потому что оно, вот я даже в голове прикидывал, оно как будто бы переводится. Но пока еще у меня... Вот он пока еще не сидит во мне так глубоко, а я, когда пишу, я пробовал писать, вот исходя из каких-то вещей, что вот я что-то задумал и начинаю писать, и оно получается довольно искусственное и мертво. То есть, как правило, просто входишь в какое-то определенное состояние, слова, они сами цепляются, что-то вот пишешь о чем-то еще не до конца понимаешь, исследуешь какую-то тему, насчет которой у тебя есть какие-то вопросы, и язык, он тоже помогает, он собирается этими ударениями, там, какой-то фонетикой и так далее. И пока что с белорусским языком у меня не так хорошо. Хотя, например, слово «дрыгва», оно у меня уже проскочило в одном из текстов. Вот именно как такое вот фонетически очень, мне кажется, соответствующее тому, что оно означает. Но если ты помнишь, то то мы с тобой тоже, когда смотрели какие-то твои тексты, вот мы с тобой же тоже довольно глубоко погружались в белорусский язык, искали какие-то корни, мы же провели довольно много часов в обсуждении там
то, как белорусский язык собирается друг с другом. И, ну, наверное, да, наверное, после такой сессии я могу прийти домой и что-нибудь написать. Там, знаешь, когда ты уже раскручен там в этом направлении. Но пока что, то есть я не хочу осчастливливать нас всех чем-то искусственным. Когда оно запоет внутри, зазвенит, тогда напишу. Но я бы хотел, мне бы хотелось. Отлично. Слушай, ты первый для меня патриот шабанов. Да, обожаю. То есть твоя малая родина – это шабаны. Это так. И мало того, ты даже умудрился и меня влюбить в эти шабаны, потому что для меня всегда шабаны – это было символ края цивилизации. И я там редко бывал именно по этой причине. Немножечко про твою ностальгию именно по шабанам. Как-то я, во-первых, провел детство в шабанах. Я, собственно, сколько себя помню, я был в шабанах, и потом, как раз, когда у меня начался такой ранний подростковый возраст, там 12 лет, мы приехали в Питер, и все время, что я жил в Питере, у меня именно мои друзья, там какие-то как мы там за гаражами, там туда-сюда, оно все, короче, как-то меня тянуло к шабанам. И когда я уже там из Санкт-Петербурга, там мне только исполнилось 18 лет, я там сразу выскочил, поехал в шабаны, и они меня не разочаровали. Я увидел, что это мои же прекрасные эти гаражи, дома, там болото вокруг. То есть там же шабаны, выходишь из дома, тут как бы лес, там лес, тут свалка, тут, короче, тут промзона, тут, друзья. Там у нас были на гаражах панк-группы, металлисты. Там была группа «Драники», мне она очень нравилась. Там какой-то там тоже там свой какой-то маленький мир. У нас даже была карта просветленных шабанов. Там была, например, яма любопытных. Там такой канава там высокая, куда у нас один наш друг как-то говорит: посмотри-ка, там посмотрел, он его там сбросил в эту яму с кустами. Это яма любопытных там стала. Там шабаны, там прям целая карта была, где там что живет, где там что происходило. И, то есть, были там интеллектуальные шабаны, там шабаны для интеллигентов, магические шабаны. Я потом, немножко позже, когда читал про английский оккультный андеграунд, там группа Coil, это Current 93 и так далее, у них была, получается, что оккультная карта Лондона. А у нас были такие карты шабанов, и эти леса какие-то, столько всего произошло там прям с самого детства и в юности, и я как-то... Мне из шабанов никогда не хотелось уезжать, на самом деле. То есть это прям, как-то мое. И люди, которые там живут. То есть тоже там же как бы очень разные люди, как и везде. И там песни всякие, фольклоры. Я помню, мы сами сочинили там что-то в шабанах-нах, в шабабаба-башанах. Там что-то на металлобазе, счастье стоит 3 рубля. Венерический там рай, кого хочешь выбирай. Знаешь, какие-то там идешь, там что-то мужик с гармошкой, там что-то приезжают в шабаны, наши алкаши, там шабаны. И, короче, там целый фольклор существует. Это такое немножко отдельное вообще место, оно немножко отрезано от всех. Я, конечно, люблю шабаны. Люблю шабаны, надеюсь туда однажды вернуться. Я тоже надеюсь, что мы все вернемся в свои любимые места. Мы все вернемся в шабаны. Я на восток вернусь к себе. Слушай, я уже гулял с тобой вчера по Варшаве, и я тебе предложил пожить в центре, а ты собираешься здесь, в Варшаве, найти свои шабаны. Да, это правда. Озвучь, пожалуйста, свою концепцию публично. Нет, вообще я хочу жить, не совсем в шабанах. Я бы хотел жить где-то рядом с лесом, то есть желательно не с парком, а прямо с лесом. Желательно, если... Я просто еще пока что не совсем разбирался, что это по стоимости, но если получится, если бы какой-нибудь там полдомика где-нибудь в глухом лесу и с какой-нибудь возможностью сесть на электричку и там в пределах часа добраться там до центра Варшавы, это было бы для меня идеально. А вообще, если бы там у меня была, конечно, возможность жить, как я хочу, я бы жил на болоте, там завел бы собаку, что-нибудь строгал бы себе какие-нибудь нойзбоксы, там из дерева паял бы, сидел бы что-нибудь писал и жил бы вообще прекрасную жизнь. Ты вчера мне рассказывал про лосиную дыру, мне так понравилось. Я приходил бы и, короче... И там
играл бы на лупере, и под лупер бы рассказывал, как я живу на болоте, что я видел, как там птица кричит, как там жаба рычит. Короче, вот это вот, может быть, однажды как бы приду к такой жизни, там, лет через 30. Ну, вот я стремлюсь потихоньку. И я тебе этого очень желаю. Я думаю, што на гэтым мы наш допыт скончым, таму што ў нас яшчэ ёсць музычная частка, і пераходзім да яе. Всё, да пабачэння. Да наступнага памежжа. Да памежжа. Пусто и чисто, как в арктическом рейхе нациста. В сердце Бога влажно и страшно, как впервые в пизде, только это не важно, ты всегда и везде. Свинья в колеснице, как ты снова позволил такому случиться? Твои птицы кричат от боли, тяжелеют твои темницы, страшный мир дышит кровью и воет, и опять умирают герои.
же ты. В сердце Бога каленые прутья, еще глубже ребята вкрутим, чтобы не исчезала тревога. И не озираясь, прочь из темного чувства и влюбляясь, вновь поверить в добро и в искусство. Шаг за шагом и не озираясь, прочь из темного чувства и смеясь и влюбляясь, вновь поверить в добро и в искусство. Как возможность делиться чем-то искренним и дорогим, и стать светом себе самому и немного другим. Сердце Бога пусто и чисто, как в арктическом рейхе нациста. Твоя жизнь, как трагический выступ.